Друзья, всем привет! Как вы уже поняли, сегодня я прилетел в один из самых удивительных городов мира. Да-да, это Рим. Так, ну что, я добрался. Я добрался до Колизея. Какой отсюда классный вид на Колизей. Блин, здесь прямо энергетика чувствуется. Сюда люди приезжают со всего мира. Здесь прям круто. Так, пока зеленый горит, можно перебежать на ту сторону. Пойдемте поближе, подойдем, посмотрим. Я думаю, вовнутрь туда не получится нам зайти. Здесь история буквально на каждом шагу, и я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами самыми интересными фактами об этом месте. Итак, наконец-то вот он, Колизей, и я рядом с ним. Один из самых известных символов Рима. Построенный в 80-м году нашей эры, он мог вместить до 50 тысяч зрителей. Здесь проходили гладиаторские бои, охоты на диких животных и даже морские сражения, для которых арену затапливали водой. Смотрите, какие масштабы, просто масштабы, блин. Когда-то здесь проходили гладиаторские бои. Не знаю, получится нам еще туда зайти или нет. Попробуем сейчас туда подойти. Интересный факт. Несмотря на то, что Колизей частично был разрушен из-за землетрясений и, конечно же, времени, он до сих пор является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Риме. Мы сейчас вокруг Колизея пройдем. Блин, такие просто, глыбы стоят. Землетрясение было в 1349 году. Было очень мощное землетрясение, которое стало причиной обрушения Колизея, в особенности его южной части. Взгляните, та часть, мне кажется, уже отреставрирована. Ее реставрируют, ну а так, конечно, чувствуется мощь. Народу здесь очень много. Пойдемте поднимемся вот туда и оттуда взглянем на Колизей. Какая здесь красивая арка. Итак, теперь мы подошли к арке Константина, которая находится всего в нескольких шагах от Колизея. Это триумфальная арка. Была построена в 315 году нашей эры в честь победы императора Константина над мексиканцем. Тоже идет реставрация. Камни такие, по ним очень неудобно ходить. Арка украшена барельефами, которые были взяты из более ранних сооружений, что делает ее настоящим музеем под открытым небом. Это один из лучших примеров римской архитектуры, сохранившейся до наших дней. Рим – это город, где история оживает на каждом шагу. Впереди нас ждет очень удивительная прогулка по этому прекрасному городу. Свадьба проходит. Да, здесь свадьбу сыграть, конечно, я думаю, это было бы просто высший уровень.
It's very nice. Choose my father, black and white. Where from you? Поднялись на высокую точку. Взгляните, как отсюда хорошо видно Колизей. Я внутрь уже не стал заходить. Нету просто времени, столько всего, надо просто успеть поснимать. Татьяна говорила, где-то здесь есть еще и фонтан. Я хочу до фонтанов дойти и поснимать. Здесь у нас просто детская площадка. Спортивная, вернее, площадка. Там вон тоже виднеются какие-то руины, древние раскопки. Какой вид классный отсюда. А сейчас мы находимся на мосту Анибальди. Это место является идеальной точкой обзора Колизея, где можно сделать замечательные фотографии, которые прекрасно передают величие этого древнего здания. Взгляните. А мы двигаемся дальше, по прекрасному городу Рим. Взгляните, какая узкая улочка. А там открывается Колизей. Прекрасно себя ощущаешь в этом прекрасном городе Рим. Двигаясь по этим каменным дорожкам и любуясь этими прекрасными сооружениями, заряжаешься такой энергетикой, словами просто не передать. Сейчас я двигаюсь по улице Виа дель Кортеджо. Как вы можете видеть, идет реставрация зданий, огромное количество пешеходов, автомобилей, мотоциклистов, туристов. Да, Рим кипит жизнью. Круто, нет слов. Так, пойдемте взглянем. Там какие-то глобальные раскопки. И туда можно попасть, посмотреть сверху. На самом деле, перед нами открывается вид на форум Августа. Это второй из 5 императорских форумов Рима. Форум был построен по заказу императора Октавиана Августа. Самым важным сооружением форума стал храм, посвященный Марсу Мстителю, освящен во 2-м году нашей эры. Просто такие года, века. Ну что, двигаемся дальше. Здесь очень красивый вид. Лестница. Ай, какая лестница. Перед нами открывается лесенка Виа Магнаполи. Сейчас мы пройдем через нее и будем двигаться в сторону Ватикана. Взгляните, перед нами открывается колонна Трояна. Колонна на форуме Трояна в Риме
созданный архитектором Аполлодром Дамским в 113 году нашей эры в честь побед Трояна. Столько историй. Как я сказал в самом начале, что история здесь на каждом шагу. Вот какой отсюда классный вид, посмотрите, бля. Вообще просто огонь. А справа от нас церковь Санта-Мария-де-Лоретто, или церковь Святой Девы Марии Лоретанской, расположена напротив форума Трояна и колонны Трояна. Симметрично, относительно похожие по архитектуре церкви Санта-Симона де Мария эль Форо Трояна. Круто? Такие просто названия. Сейчас мы находимся на улице Виа дель Плебисцито. Кстати, как вы можете видеть, она очень многолюдная, с огромным трафиком. Ну вот мы и дошли до этой церкви, и перед нами открывается вид на первую титулированную церковь, которую мы сейчас посетим. Санта-Апостоли, или Базилика 12 святых апостолов. Эту церковь построил римский епископ Юлий в VI веке, представляете, нашей эры. Так, пришли еще в одно место.
здесь какой-то парад военный проходит. Сейчас мы поднимемся и посмотрим. Площадь Квиринали. Тут расположен дворец-музей и резиденция президента. Ну и на самой площади возвышается прекраснейший обелиск. Эта грандиозная скульптура, как вы можете видеть, была найдена при раскопках. Вот такие вот дела. Все дороги перекрыли, которые ведут в Рим. А тут мы видим отель Дель Торо Аргентина. С Аргентиной в Риме очень много связано. Ну вот мы подошли к мосту Витторио Эммануэля II. По историческим меркам Рима мост был построен совсем недавно. Какой шикарный мост. В 1911 году вы можете видеть изысканные скульптуры и открывающуюся панораму на замок Святого Ангела, на собор Святого Петра. Ну и, конечно, на удивительного цвета воду реки Тибр. Обратите внимание, что вода в Риме имеет свой характерный цвет. В Тибре цвет реки зелено-коричневый с примесью голубого. Такой мост прям шикарный. Там уже крыша Ватикана виднеется. Так как Рим расположен на равнине, поток замедляется и оттенок воды изменяется до грязно-серого. Вот вы можете видеть, какая здесь вода. Конечно, очень интересно видеть такую воду. Я дошел до Ватикана. Мы сейчас находимся на площади Петра. Взгляните. Эту площадь украшает величественный египетский обелиск Калигулы. Ватиканский обелиск – один из 13 обелисков Древнего Рима. Как я уже сказал, обелиск имеет египетское происхождение. Его доставили в Рим в 1937 году из Гелиополиса по указанию Гая Цезаря Августа, более известного в мировой истории под именем Калигула. Высота обелиска 25 метров. Сделан из красного гранита вместе с основанием и крестом достигает высоты почти 40 метров. В 1586 году обелиск был перенесен на свое нынешнее место на площади Святого Петра,
где помимо декоративной выполняет функцию гигантских солнечных часов. Если будете на площади Петра, присмотритесь к нему. Очень много пасхалок. Всем доброе утро. Мы находимся Ватикан. Сейчас мы идем туда. Попробуем зайти вовнутрь. Сейчас мы сюда зайдем, пока рядом. Да, здесь вообще не пропускает никто. Здесь даже не хотят пропускать. Хочу сказать, что по отношению с Буэнос-Айресом здесь вообще просто. В Буэнос-Айресе я думал, что не пропускают. Не пропускают, оказывается, здесь. Идем дальше. Так, мы вышли на площадь. Здесь огромное количество людей, экскурсия. На самом деле очень круто, размах просто неимоверный. Все это строилось не одним поколением великих архитекторов. Сдвигалось вроде около 120 лет. На улице дождик. Вчера была погодка, конечно, намного лучше. А здесь стулья, здесь, видимо, да, какие-то проходят мероприятия. Там огромный колокол можно видеть. Ну вот мы подошли уже практически вплотную. Блин, просто круто на самом деле. Такой масштаб. Здесь вот такие вот придворные стоят. Арка какая. Взгляните. Красота. О! Колокол. 9 часов утра. А тут нам повезло, и мы можем видеть. Смена караула. Это швейцарские гвардейцы. Они охраняют купол собора Святого Петра. Они одеты в средневековую форму, которую разработал сам Микеланджело. Форма, конечно, очень яркая, как вы можете видеть.
Это одна из старейших армий мира, сохранившихся до наших дней. И мы сейчас будем свидетелями смены караула. Это, конечно, поистине круто наблюдать за этим. Вот как проходит смена караула. Веками так происходило и будет происходить в 9 утра. Все. Смена караула состоялась. Интересная жизнь. Все. Теперь он будет здесь стоять. Там какая-то делегация проходит. Не, ну, эта арка просто вообще расписана очень круто. Да, вот это Ватикан. Здесь просто, похоже, мурашки бегут, на самом деле, от энергетики, которая отсюда исходит с этого места. Здесь очень огромное количество людей, все стоят на выставке. Очередь вон туда уходит. Вот оттуда начинается. Километров, наверное, 2 точно она есть. И это, представляете, 9 утра. Так что вот такие вот дела, как это место пользуется интересом. Так, ну что, мы пошли дальше. Вот такая вот здесь улица широкая, с такими фонарями мощными. Отсюда открывается красивый вид. Двигаемся дальше по прекрасному городу Рим. На улице, наверное, градусов 18. Капает мелкий дождик. Но это никому не мешает наслаждаться прекрасами мировой истории. Целые эпохи развивались здесь. Это, конечно, очень все захватывает. Так, сейчас зайдем в еще одну прекрасную церковь, в храм.
Двигаемся сейчас ближе к Колизею по этой тихой прекрасной улочке. Дождик практически закончился. Это очень хорошо. И хочу сказать, сегодня понедельник. И народу, я бы не сказал, что меньше, чем вчера. Вы видели, какая там была очередь у Ватикана. Смотрите, какая улочка здесь хорошая. Машин практически нету. Ой, как здесь красиво, посмотрите. Мы находимся в одной из самых впечатляющих церквей Рима, или Джезу, или Церковь Святейшего имени Иисуса. Это главный храм ордера иезуитов и выдающийся пример барочной архитектуры. Церковь была построена в 16 веке, но что действительно захватывает дух, это ее потрясающая роспись на потолке. Обратите на это внимание. Его фреска «Триумф имени Иисуса» создает иллюзию открытого неба, где ангелы и святые словно парят в облаках. Каждая деталь здесь продумана до мелочей. И кажется, фигуры вот-вот оживут. Это произведение искусства не только впечатляет своей красотой, но и придает глубокое духовное послание.
выше. Да, на самый верх пойдем. Зрение какой там купол простирается, классно. Вообще идешь, подошва прям скрипит. Что, идем наверх. Ну вот я и дошел до величественного памятника Виктору Эммануилу II, который находится в самом сердце Рима. Этот памятник является одним из самых известных символов города и посвящен первому королю Объединенной Италии. Он также известен как Алтарь Отечества. Был открыт в 1911 году и является прекрасным образцом неоклассической архитектуры. Да, здесь поистине круто. С его вершины открывается потрясающий вид, как вы можете видеть, на Рим, Ватикан, что делает его одним из самых популярных туристических мест в городе. Он возвышается над площадью Венеции и представляет собой огромное сооружение из белого мрамора, украшенное колоннами, скульптурами и фигурами. Этот памятник является местом, где итальянцы отмечают национальные праздники и важные события. Какой классный вид отсюда открывается на город. Находится Колизей. А это получается Римский форум.
А это руины храма Венеры Прародительницы, построенный Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Этот храм был посвящен Венере, которую Цезарь считал своей прародительницей. Храм символизировал величие Рима и связь с божественным происхождением. Несмотря на разрушение, его величие до сих пор впечатляет.